Привет, меня зовут Лида, я студентка Корейского университета Саган. Сейчас я учусь на курсах корейского языка на 4 уровне. Хочу поделиться с вами, как студенты в Корее учат корейский язык и по каким методикам, по каким учебникам нас обучают в моем университете. Сначала я хочу немножечко вообще рассказать о курсах, поэтому если вам интересно, конечно же, оставайтесь. Также, если вам захочется пообщаться со мной, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Итак, собственно, что я хотела рассказать. Здесь вы узнаете, как поступить можно на курсы, что для этого нужно, как выбрать университет, в который поступать на курсы, как учат, и небольшой совет от меня, как учить корейский язык, если вы учитесь сами, если вы учитесь здесь. Так, собственно, с чего бы начать? Немножечко моя маленькая предыстория. Я приехала в Корею, в Сеул в 17 лет, сразу же на курсы. Я до этого учила корейский, наверное, около 2 лет. Сейчас точно сказать не могу, потому что были периоды, когда я просто не учила, открывала книгу, что-то делала, совсем учусь на протяжении 15-20 минут, наверное, это обучение все-таки назвать нельзя. А вот конкретно потом шел год обучения с репетитором, где я смогла поднять свой уровень довольно хорошо. Приехала я сюда со 2 уровнем, как я и сказала, и приехала в университет Саган. Я его выбирала по следующему критерию. Этот критерий был то, что тут учат говорить. Это такое часто, что вы хорошо знаете грамматику, вы хорошо знаете лексику, но не можете ее использовать во время разговора. Вот так вот похожая проблема была и у меня. Я очень хотела это исправить и смотрела именно поэтому. Собственно, если у вас такая же проблема, и вы сейчас думаете, в какой университет поехать, хоть сейчас ситуация, наверное, не очень актуальна, но в будущем, я думаю, многим пригодится. Если вы хотите конкретно подтянуть разговорные навыки, я очень буду советовать свой университет, университет Саган. Также есть 2 знаменитых университета, в которых также очень хорошие курсы, это Йонсе и Корё. Собственно, в Йонсе делается акцент на грамматику, в Корё делается большой акцент на лексику и тоже на разговор. Очень многие хотят сейчас учиться в Сеульском национальном университете и, конечно же, поэтому выбирают курсы в Сеульском национальном университете, что довольно логично. Собственно, если вам подходит их темп обучения, который быстрый, и вы хотите в будущем стать студентом Сеульского национального университета, то вам стоит выбрать курсы Сеульского национального университета. Как вы уже догадались, курсы стоит выбирать в зависимости от вашей цели. Если вы хотите поступать в какой-то университет после окончания курсов, то советую поступать именно на курсы в тот же университет. Как, например, я студентка университета Саган, и я поступала на курсы в том же университете. Это дает небольшие бонусы вам при поступлении, как потом кредиты, которые, если здесь я, может быть, оставлю небольшую сноску, что такое кредиты для тех, кто не знает, и следуют бонусы в качестве там небольших снятия оплаты и небольшой скидочки. Так, давайте перейдем к самим курсам. Есть несколько программ, и они есть в каждом университете. Первая программа это KJP, корейский для общих целей, или, собственно, тоже здесь оставлю, чтобы было проще. И второй это корейский для академических целей. Я, конечно же, учусь на корейском для академических целей. Академические цели это поступление в университет, учеба в университете, работа и так далее. А для общих целей это больше, скорее всего, как хобби, либо как хобби. В каждом обычном университете есть такое разделение, поэтому уже в зависимости от этого можно и смотреть. У меня был опыт изучения на и корейском для общих целей, сейчас я учусь на корейском для академических целей. Разница довольно-таки есть, но в нашем университете она прослеживается только в одном предмете, в предмете СЭГИ, где на корейском для общих целей не изучается настолько углубленный уровень написания сочинений, я бы сказала, и тем более не идет такая подробная, не изучается подробная письменность. Да. Как я говорила, здесь я должна была рассказать, как поступить на курсы. Вопрос, который мучает всех и довольно актуален, как я заметила. Как же поступить на курсы? Довольно-таки несложно. Заходите на сайт университета, потом переходите по вкладке «Курсы»,
У них обычно эта вкладка очень хорошо видна, но если что, поищите. Там просто будут перечислены обычные документы, которые нужны, требования. А хочу сказать важное, есть требования, но во всех университетах вы не можете поехать на курсы, если у вас нет законченного образования. Законченного образования я имею в виду школы. Не подойдет поехать, закончив 9 классов, но закончив 11 можно, так как все-таки нужно будет подтверждение, что вы закончили эти 11 классов. Да. Конечно, если вы не ученик из стран СНГ, я, например, вот из Беларуси, то, скорее всего, просто вам нужно будет закончить старшую школу. Если так проще сказать, я бы сказала какое-то образование, но я не знаю. Итак, скорее всего, документы понадобятся примерно следующие. В моем случае это было, как я говорила, документ об окончании старшей школы, выписка с отметками. Сразу скажу, что она на поступление конкретно на курсы не влияет. Важно ее наличие, а не содержимое. Конечно, если вы не учились на двойки, тройки, четверки. У нас, кстати, 10-бальная система, поэтому, наверное, если у вас 5-бальная, то все-таки желательно, чтобы были четверки и пятерки, конечно, тогда вас примут. Если 10-бальная, то, наверное, от 7 до 10 и все хорошо. Следующий документ – это довольно-таки важная вещь, которая как раз-таки много возникает вопросов и проблем. Нужно $9000 на счету. И скажу, это 9 миллионов вон. Подтверждать вы будете выпиской из банка, которая должна быть сроком не более 30 дней. Следующие документы – это должны быть подтверждения, что вы и ваши родители не являетесь гражданами Кореи. Это довольно-таки просто. У нас это, кажется, является свидетельство о рождении. Вы предоставляете свидетельство о рождении, и все готово. Но в дальнейшем, в зависимости от университета, бумаги будут разниться. Поэтому советую очень внимательно смотреть на общие документы, такие аттестаты в вашем, не высшем, а законченном образовании в старшей школе, выписка на банковском счету, выписка о состоянии денег и то, что ваши родители, вы не являетесь корейцами, если говорить просто. Дальше обязательно проверяйте сайт университета. Хочу отметить здесь небольшой вопрос визы. Смотрите, визы есть две разные, в зависимости от того, где вы учитесь. Если вы учитесь на курсах, это виза D4. Если вы учитесь в университете, это виза D2. Кстати, визу D4 можно легко сменить на визу D2, по этому поводу не стоит волноваться, потому что если вы поступили потом в университет, просто идете и меняете визу на D2. Важная вещь, которую, наверное, многие не знают, чтобы получить визу D4, нужно оплатить сразу 2 семестра. То есть сразу скажу, что семестр длится 3 месяца. За 3 месяца вы проходите 1 уровень языка. То есть, чтобы получить визу D4, вам нужно подать на 2 семестра, то есть на фактически полгода. Итак, приступаем к более такой интересной части. По чем мы занимаемся? Я сейчас учусь на 4-м ГИПе, на 4-м уровне, сказать проще. Я покажу книги и немножечко расскажу, что мы по ним делаем. Сейчас мы начали учебник 4Б. Собственно, буду показывать. Это основной учебник. Здесь находятся все 3 наши занятия из 4. Так как первые 3 занятия у нас занятия у нас идет с Игина, что отдельный учебник, а вот остальные 3, которые разговорные, чтение, аудирование, это все вот в этой книге, как я уже и показывала. Книга вот эта вот проходится за, не знаю, пробую показать толщину, за 1,5 месяца, так как есть еще часть 4А. Ну, собственно, понятно. Не сказала бы, что этот темп довольно-таки очень быстрый, все нормально, если вы будете учить. Я думаю, если вы приехали сюда, чтобы учить, вы будете учить. Особенность академической программы — это вот эта вот книга, как я и говорила, Сыги. Этот предмет у нас проходит первым занятием. Еще важное занятие 5 дней в неделю, 4 часа. Вот. Из этих 4 часов, собственно, также для учебников каждого по уровню есть также половинчатый, скажем так, воркбук. Здесь можно... я показала не воркбук. Сейчас покажу и воркбук. Нашла. Вот он, собственно, воркбук. Вообще, его делать, скажем так, у нас по желанию, но лучше всего делать, так как хорошая практика, это именно вот делать с ним задания. Так что
Если есть возможность, обязательно всегда находите книгу, по которой вы можете тренировать то, что вы выучили. То, что мне нравится нашего учебника, это вот такая книжечка на каждый уровень. В этой книжечке есть слова и объяснения грамматики. Эта книжечка, я попробую показать еще, вставить фотографии, возможно, она идет на, перевод не идет на английском, но, конечно, вы можете, купить на китайском, вьетнамском, кажется, еще и на тайском, но мне кажется, это будет не так востребовано, поэтому, если вам интересно, стоит ли знать английский перед поездкой на курсы, да, стоит. Конечно, не обязательно, но как вы видите, что вот даже объяснение слов дается на английском, и вам просто будет проще, вы будете чувствовать увереннее в себе. Что касается моего уровня английского, я сдавала тест последний раз летом, причем в прошлом году мой уровень был C1. Конечно, не думаю, что сейчас он сохранился, потому что я уже не помню много лексики, которая специфическая более, и я не так хорошо общаюсь, хотя стараюсь не утерять свои навыки и хотя бы публиковать сторис в Инстаграме на английском иногда. И последняя вещь, которая очень нужна, это ежедневник. Для чего? Чтобы записывать домашние задания, конечно, и чтобы составлять небольшой план. Если вы не будете повторять, то все, что вы учили, очень быстро забывается, просто растворяется, исчезает, уходит. Конечно, откладывается в памяти, но лучше на это не надеяться и каждый день все-таки повторять. Да, у нас тоже есть домашнее задание. Оно, конечно, в большинстве случаев не обязательно, но все же стоит делать. Какое домашнее задание? Например, конечно, на письменном предмете это обычно сочинение, на которое срок дается неделя. На другие это обычно сделать упражнение из книги, прочитать текст заранее. Каждый раз мы действительно учим некоторые слова заранее. Но так, в принципе, ничего сложного нету. Что я планирую делать на этом канале? Так как это только первое видео, немножко расскажу о своих планах, так как это только начало, хоть у меня есть вот этот маленький дружочек, который съехал, боюсь за звук теперь, то я планирую развивать звук, свет, вообще надеюсь, что мне все поможет, потому что вообще до этого видео шла очень-очень долго и очень старалась, поэтому буду рада любой поддержке. Как я, как вы поняли, живу в Сеуле и учусь на курсах, и уже поступила в сам университет по специальности медиа и entertainment, то есть что сфера медиа и развлечений. Возможно, вам будет интересно узнать. Задавайте, спрашивайте, задавайте вопросы, спрашивайте.